Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами свяжем очень весеннюю корзинку для подарков. Размер данной корзины следующий. Ее диаметр составляет 15 сантиметров, высота корзинки 13 сантиметров. Для того, чтобы связать корзину такого размера, вам понадобится 3 оттенка трикотажной пряжи. Я использовала ваниль для вязания корзины. Понадобилось 180 грамм. Цвет на зелень малави. Понадобилось около 20 грамм. И оттенок ирис для цветочков понадобилось около 40 грамм. Я использовала трикотажную пряжу бисквит. Это ниточка лицевой нарезки. Характеристика данной пряжи на вашем экране. Для того, чтобы вязать из этой трикотажной пряжи, я использовала крючки номер 7 для корзины и номер 6 для листиков и цветочков. А для того, чтобы незаметно прятать хвостики трикотажной пряжи, вам понадобятся ниточки в тон. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить корзинку нужного вам размера. Она может быть и 10, и 15, и 30 сантиметров. Конкретно размер этой корзины следующий. Диаметр 15 сантиметров, высота 9 сантиметров. У меня на канале есть подробнейший мастер-класс по вязанию такой корзины. И ссылочку на видео я для вас оставила в описании. Корзинку вязала, используя крючок номер 7. Провязала 6 рядов, выполнила обвязку соединительными столбиками и связала узором плетенка корпус корзины на высоту 7 рядов. После этого наносим разметку для того, чтобы вязать листики. Там, где у нас вот такие ниточки проходят сразу после последнего ряда, на них будем фиксировать маркеры следующим образом. Зафиксировали маркер, следующую пропустили, опять зафиксировали маркер, пропустили и так далее, чередуем по всему периметру данной корзины. Воспользуемся для дальнейшего вязания крючком номер 6, берем зеленую ниточку, находим ту точку, где у нас зафиксирован маркер, от него переключаемся на вот эту протяжку, вводим крючок под верхнюю петельку, захватываем зеленую ниточку, протягиваем, подтягиваем и затем необходимо зашить эту ниточку к корпусу корзины. Вот так все здесь выглядит. Переходим к формированию листиков. Они будут располагаться в области, где зафиксирован маркер. Опускаемся ниже, здесь у нас располагается столбик протяжка. В его центр вводим крючок. С обратной стороны это будет вот так выглядеть. Захватываем рабочую нить, вытягиваем длинную петельку, не стягивайте эту нить. Затем нам необходимо эту петлю направить вправо. Перед точкой, где у нас зафиксирован маркер, располагается столбик протяжка. За верхнюю его петлю вводим крючок. Там, где как раз мы пришивали рабочую ниточку. Захватываем рабочую нить и протягиваем через основание и через вытянутую петлю. Захват рабочей нити провязываем в воздушную петлю. Маркер обязательно снимите, далее он вам будет просто мешать. Вводим крючок повторно в эту же точку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту петли на крючке. Теперь необходимо вытянутую петлю зафиксировать к следующему
столбику протяжки под его верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек. Захватываем рабочую нить, протягиваем через основание, через вытянутую петлю, а затем через петлю, которая была у нас на крючке. Первый листик готов. Делаем воздушную петлю и перемещаемся к следующему маркеру. Также под маркер опускаясь, в столбик протяжку, в центр вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли, которая располагается на крючке, находим предыдущий столбик протяжку и под его верхнюю петельку вводим крючок. Здесь можно оставить вот эту ниточку. Захватываем рабочую нить, протягиваем через основание и через вытянутую петлю, затем через петлю, которая была на крючке. Делаем воздушную петлю, убираем маркер и провязываем так же, как и в этом случае, вторую протяжку. Вводим крючок повторно в этот же столбик, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту петли на крючке и фиксируем к следующему столбику протяжки за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, протягиваем через петлю, а затем через рабочую петлю на крючке. Опять делаем воздушную петлю и повторяем все то же самое на каждый маркер. Довязываем до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, здесь у нас провязана последняя протяжка листик. По логике мы должны были бы здесь сделать воздушную петлю, но мы ее не делаем. Завершив на данном этапе вязания, мы отмеряем ниточку около 10 сантиметров, обрезаем эту нить, полностью вытягиваем и начинаем закрывать этот ряд. Находим первую протяжку и от нее петельку, под нее вводим крючок с обратной стороны за 2 ниточки. Захватываем хвостик, протягиваем полностью. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. Разворачиваем. Здесь у нас располагается петелька от корзины, под нее вводим крючок. Затем у нас идет задняя стенка от столбика и направляем крючок в центр петли, откуда вышла эта нить. Захватываем ее и протягиваем полностью. Вот так закрывается этот ряд. Необходимо подтянуть все петельки. И теперь для того, чтобы в этой области выглядело так же, как и везде, необходимо эту ниточку направить вот сюда, то есть в промежуток, там, где закрывали ряд. Вот она, эта петелька. Вводим в нее крючок и захватываем сюда этот хвостик. Затем мы его обрезаем, делая коротким, и зашиваем к этой петельке, так же, как и в самом начале вязания. Приступаем к вязанию цветочков. Для этого необходимо рабочую нить пришить по такому же принципу, как и зеленую, располагая ее в области, где провязывали воздушную петлю между листиками. Здесь мы начнем провязывать подъемный столбик. Вводим крючок только под зеленую пряжу, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Опять захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Делаем воздушную петлю и начинаем формировать в эту область спиральки. Я их так буду называть. Накидываем на крючок рабочую нить. Второй раз накидываем. И третий раз тоже таким же образом накидываем рабочую нить. Она должна лежать у вас ровно. Не стягивайте эти петельки. Теперь мы вводим крючок в основание, там, где у вас располагаются листики, только под зеленую пряжу. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Сейчас на крючке рабочая петля, 3 накида
и вытянутая петля. Захватываем рабочую нить. Обратите внимание, как я всегда накидываю ниточку. Она не должна быть перекручена. И теперь последнюю нить тянем через 4 эти петельки. Я немножко вот такими движениями прокручиваю, и крючок вместе с ниточкой перемещается к началу, к рабочей петле. Протянула. Теперь необходимо еще подтянуть эту ниточку, для того, чтобы все эти накиды расправились. Захватываю рабочую нить и протягиваю ее через 2 петли, которые у меня оставались на крючке. Первая спиралька готова. Вяжем вторую. Опять накидываем первый, второй и третий раз. Вводим крючок в эту же точку, куда и вводили, провязывая первую спиральку, захватываем рабочую нить, вытягиваем, захват рабочей нити и протягиваем через 4 эти ниточки. Прокручиваем крючок и тянем ниточку за собой. Сейчас у меня на крючке осталось 2 нити рабочая, и которую я протянула через эти нити. Захват рабочей нити и провязываю через 2 эти петли. Ниточка будет, конечно, перекручиваться, и после каждого такого цветочка ее необходимо будет просто раскрутить. Делаем опять 3 накида. Вводим крючок между этими 2 листиками в ту точку, где сейчас провязывали 2 спиральки. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять захват рабочей нити и протягиваем через 4 петельки, прокручивая крючок от себя и на себя. Так эта ниточка будет проходить под этими петельками. Вытянули. Хорошо сразу все расправили. Захват рабочей нити и провязали через 2 петли. Вот такой цветочек получился. Вяжем далее. Делаем воздушную петлю и опускаемся вниз между листиками. Вводим крючок только за зеленую пряжу, захватываем рабочую нить, вытягиваем, опять захват рабочей нити, провязали столбик. Вот так выполняются цветочки. Далее вы повторяете все то же самое, что и в этом случае. Делаем воздушную петлю, далее 3 накида, мне необходимо просто раскрутить нить сейчас, делаем 3 накида и повторяем все то же самое. Так вы вяжете до конца этого ряда. В конце ряда я могу вас поздравить, что вы справились с поставленной задачей. И пусть эти цветочки вяжутся не совсем просто за счет того, что каждый раз приходилось раскручивать ниточку, но результат вас точно порадует. Они получатся у вас очень аккуратные и ровненькие. В самом конце, где вы провязали последний цветочек, по рисунку нам надо провязать воздушную петлю и присоединиться к столбику. Но так как на последней петле мы будем закрывать этот ряд, воздушную петлю провязывать не нужно. Довязав цветочек, мы отмеряем ниточку около 10 сантиметров и обрезаем. Ниточку полностью вытягиваем, и теперь необходимо в этой области симитировать петлю таким образом, чтобы она выглядела как воздушная петля между этой спиралькой и подъемным столбиком. Я нахожу подъемный столбик, далее у меня следует воздушная петля, под нее за 2 ниточки я ввожу крючок. И здесь следует обратить внимание, как выглядит воздушная петля. С лицевой стороны у нас располагается петелька из 2 нитей. С обратной стороны
у нас остается одна ниточка. И для того, чтобы вам проще было ориентироваться в дальнейшем, зафиксируйте на эту нить маркер. Далее захватываем хвостик, протягиваем его, вводим на изнаночную сторону. Теперь необходимо вернуть его в ту точку, откуда он вышел. С обратной стороны подхватываем дужку и вводим крючок в центр петли, откуда вышла эта нить. Захватываем ее и протягиваем. Разворачиваем на изнаночную сторону и вводим крючок под ту петельку, под ту ниточку, за которую фиксировали маркер. Его мы убираем, захватываем сюда хвостик и протягиваем. Теперь необходимо вытянуть этот хвостик под вот эти петельки, обрезать покороче и пришить точно так же, как и в самом начале этого ряда. Моя корзинка полностью готова. Пока я ее отпаривала, потеряла даже где зашивала ниточку. Обязательно выполните ВТО для того, чтобы расправить все эти петельки, выправить цветочки. Их обязательно необходимо вот такими движениями расправлять, для того, чтобы они все у вас были одинаковые и лежали красиво. Я надеюсь, этот мастер-класс помог вам выполнить такую замечательную подарочную корзину. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. У меня для вас, как обычно, очень много интересного впереди. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!